Мы не рабы, но мы можем быть рабами своих страстей. Каждый с очень далеких измерений, планет, сокровенных, невообразимых. Всем привет, мои дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем канале. Гениально, все очень просто. Мы будем все упрощать. Многое наворочено в нашей жизни. Мы будем это делать максимально просто. Будьте теми мастерами, которые изготовляют блоху в подкове или подкова на блохе. Вы представляете, какая это ювелирная работа? Вот так и жить надо. Раб Божий – это человек, который Бог воплотился. Это Бог есть. Но у него закрыли знания. Он сам о себе ничего не знает. Хочу то. Так, продамся тому. Надо больше денег. Надо бежать. Все надо мне. Моей семье больше никого, всех ненавижу. Только я самый главный. Все, у тех убить, уничтожить. Религия не то все. Мы забыли. Мы становимся эгоистами, когда так думаем. Урок будет не сдан и будет пройден опять. За матрицу я расскажу позже, в следующих видео. Матрица сознания. Что это такое? Вы скажете, а как? Я скажу так. Это как фильм включить обратно, перемотали. Тяжело? Не тяжело. Так и будет матрица сознания. До тех пор, пока человек не научится. Можете сказать, а что, постоянно будет создавать такие земли? Нет. Когда вы включаете фильм, там земля уже есть. Это фильм, это программа. Жить сначала. Только знания остаются те же. Перемотали, и все опять же с того же момента начинается. Да, это будет так. Оно так и есть. Задача осознать себя в фильме. И уже после этого следовать путем нравственным, осознанным, созидающим, стать ювелиром жизни. Только тогда вы закончите эту игру. Но поверьте, сюда многие хотят попасть в эту игру. Она уникальная. Когда человек с нее выходит, он говорит, это было круто. Там присутствует других измерений, полнота знаний. А здесь все отключается. И это делает эксклюзивным. Ты попадаешь как в пещерный мир, ты совсем другой, а у тебя знания все отключаются. И ты переживаешь эти ощущения безумных людей, которые к власти рвутся там. Я вам все построю. Как они заряжают. Сейчас перед выборами. Говорит, я вам все сделаю. Представляете, какие они великие. Говорит, то сделаю, то сделаю. А 99 из них ничего не сделают. И они будут игры свои начинать постоянно. Эта жизнь ихняя превратится в ад. Когда обещаешь, а не делаешь. Но это большая матрица. Я не буду сильно углубляться в это. Туда я постараюсь поверхностно рассказать. Наша игра. Невежественные люди, но нельзя осуждать. Он, да, невежественный, но он не раб. Когда его душа сюда выйдет, у нее будет вся полнота знаний. А он окажется там величайшим Богом. Он скажет, как тяжело было быть вот без знаний. Опять отключаются, а знаний все, это было очень тяжело, он скажет. Я хочу еще раз. Это как диковинка, это эксклюзив. Когда у тебя ничего нет, и знания отключают, и ты опять падаешь в пространство. Но весь багаж опыта и знаний пережитых, он может добавлять к себе. Это как лепить снеговика. Взял снег, прилепил к себе. Чем больше снега, тем больше снеговик. Вот так и мы прилепливаем
снег, то есть знания, к своим душам, опыт пережитых. У нас же есть воспоминания, когда мы были на интересном фильме 3D, 4D. Вау, шатает. Вау, ты помнишь, как было? Ух, а ветер как дул на нас. Ух. Вот они переживания. Моя задача сказать, что вы уже находитесь в этом фильме. И вы не рабы. Никто не раб. Простая задача – научиться жить осознанно. Никому вы не должны служить. Есть только один Отец, и Он любит и уважает всех. Пусть то будет мама. Для женского это Божья Матерь, так и назвали в православии. Это я выражаюсь так, как являюсь мужчиной в этой игре, и я ссылаюсь постоянно на мужчину. Творец. Это сознание Творца не имеет пола. Ни мужского, ни какого пола. Есть измерения, где больше мужское и женское начало, а есть измерения, где их в 5-10 раз больше. Я не могу вам это назвать, потому что эти знания не надо здесь. Но существует гораздо больше, вот мы думаем, что мужское и женское начало, есть игры, где больше начал. Еще плюс 3. Мы не рабы. Никто из вас не раб. Вы просто те души, которые обучаются и играют в эту игру. Творите поганое, будет вам поганка. Творите добро, будет вам добро. Все будет по вашим же запросам. Но не становитесь рабами страстей. Что такое раб? Бог, который забыл, что он Бог, и стал рабом страстей и желаний. Хочу то, хочу то, хочу то. Он забыл, что он Бог, что он уже полноценен сам себе. Кулак. Здесь не надо дополнения. Он уже есть кулак. А он забыл, что он есть Бог. И у него появилось желание. Мне надо то, мне надо то, мне надо то, мне надо то. А Бог что такое? Это как рука, только превращенная в кулак. Он занимался на ремнях. Цирковой же артист. Кулак, вот это и есть Бог. А вот это я хочу. В разные стороны, побежали. Рука забыла, что он есть кулак. Этот пошел силу искать, этот пошел силу искать, этот. Задача. Никуда искать не надо. Зажмись. И все чувства удивились, что ничего искать не надо. Он уже и есть кулак. А кулак пошел искать мизинец. Безымянный палец пошел искать кулак. Все пальцы пошли искать кулак. И каждый не может найти. Он говорит, где он? Я много прошел, но кулака не нашел. И это тоже ходил куда-то. Шлялся. Женился. Это тоже власти хотел. Этот указывал всем. Это еще более властно. Это вообще, я говорил, все надо делать-то. А это сила воли. Она говорит, сила в нас. Этот все продавал. Этот за творчество отвечал. Но не забыли, что эти все качества находятся в них. И каждый из них ищет кулак. Этот говорит, ты неправильно ищешь кулак. Вот он. Эти все качества в вас. Бога не надо искать. Он в вас находится. Моя задача оповестить, что и вы есть Бог. Ни больше, ни меньше. Совершайте Божьи поступки, а не дьявольские. И будет тогда все хорошо у вас. И у меня.
Спасибо, что были со мной. Я вас люблю, уважаю. Искреннее спасибо за ваши лайки, за вашу поддержку. Я это делаю для нас, не для себя, для нас. Мы должны прийти к этому вместе. Мы не рабы, но мы можем быть рабами своих страстей. Пока страсти не угаснут, будьте рабами. Вот что было сказано. Рабы Божьи. Раб и Божий. Это едино, это неразделимое. Бог становится рабом. Вот ты, Боженька, отсоединился от часть Бога, ты стал отдельным как Богом, да? Но ты все за него тебя забрались. Но ты есть Бог. И ты начинаешь искать, хочу то, хочу то. Нет. Ты есть Бог. Без страстей, без желаний, без мыслей. Тогда ты обретешь Бога у себя в душе. Как обрел его я, Творца. Он в тебе так же само. Я не особенный. Ты особенный. И моя задача это сказать. Люблю, уважаю, целую. Всем большой-большой привет. Миру мир. Мы не рабы. Говорит, ухо, как у вас? Так, ничего себе. Я хочу в такую игру сыграть. Как фильмы вы смотрите. И ужасы, и триллеры, и плачете, и вы... Это эмоции. Я люблю вас. Уважаю.